Здравствуйте, друзья! Продолжаем серию видео про бормашинку. Что можно делать бормашинкой? Можно резать вот такой металл. Болгаркой не очень удобно такую маленькую гаечку, да еще и болгарка, допустим, вот такая. Она улетит, эта гайка, неизвестно куда. Можно даже травму получить. Бормашинкой это намного удобнее. Надо мне краешек вот этот подрезать. Вот смотрите. Включаем. Режу. Держу прямо. Ну, обороты большие не стал делать. Одеваем обязательно очки, это понятно. Вот режу. Ну, я ее, конечно, отрежу. Под отвертку плоскую мне нужен паз. Вот хочу крутить вот так. Как вот болгаркой. Естественно, можно, но это сложно. Можно и руки пропилить. Намечаю бормашинкой и делаю. Вот видите, получается паз. Ну, добавить оборотов, конечно, дело пойдет намного быстрее. Вот, пожалуйста. Чуть глубже сделаю, уже готово. Я, чтобы много времени не занимать, чуть глубже все, оно все будет крутиться, вертеться. Уже почти крутится. Могу пропилить, могу отпилить. Могу наточить. Ну, болт не буду точить, потому что это не очень удобно. Маленький гвоздик. Вырубка, как пика. А мне нужно круглую. И что нужно сделать? Включаю бормашинку. Беру этот гвоздик. Перчатки, естественно, нужно снять. Что мы сделаем? Держу, как маленькое точило. То есть делаю как иголку. Могу вот эту сточить. Шляпку. Даже на наждаке это сделать практически невозможно. Вот это называется мелкие работы. Потому что все говорят мелкие-мелкие, какие мелкие? А вот они. Вот. Все точится, шляпка убирается, все точится здесь. Вот, пожалуйста, иголочка готова. Может где-то ковырнуть, может еще что-то. Вот мне нужно в гайке пропил сделать. Как это сделать? Естественно, в руках я не держу. Для мелких деталей вот всегда есть ручные тиски. Вот такие. Зажимаем. Руками можно и не зажать. С помощью пассатиж. Все. Стоит мертво. Беру нашу бормашинку и делаю мелкие работы. И делаю то, что мне надо. То есть вот, как мне надо, так я сделал. Дальше, какие мелкие работы можно делать? Убираем нашу экспериментальную гайку, тиски. Допустим, вот отрезать кусочек металла, жестяночки. Вот надо, нам мешает этот край, мы отрежем. Мы отрежем. С помощью машинки это, конечно, мы отрежем. Дальше смотрите. Это уже, как бы, это понятно, это многие могут, умеют. Вот, допустим, иногда бывает, надо что-нибудь на электрику. Кнопку. Знаете, кнопки продаются в магазине электрики. К примеру, вот такое вот окошечко. Вот она, мелкая работа. Вот она. Ну вот. Если мельче окошко, то мельче надо диск одевать. Давайте делать. Это называется мелкие работы.
Включаем и начинаем. То есть болгарка, если вы будете делать, это вы, конечно, не сделаете болгаркой. Надо вот такое. Окно надо болгаркой. Вам надо засверливаться. Здесь дырочку, здесь отверстие, здесь. Чтобы болгаркой, допустим, маленьким диском попасть из отверстия в отверстие. Бормашинкой сверлиться по углам не надо. Сразу раз. И готово. Если продолжительная работа какая-то, то ее все равно машинка весит, ну, с полкило где-то она весит. 300 грамм-то здесь не тянет, она, наверное, грамм 600 весит. А давайте для интереса взвешиваем. Вот смотрите цифры. Вот как я и сказал, 600 грамм она весит. Вам нужно работать, допустим, 2 часа ей. Попробуйте в руках 600 грамм все время держать. Естественно, это очень тяжело. И для этого дела была придумана вот такая штука, которая называется гибкий вал. Откручиваем патрон наш бормашинки, вытаскиваем вот это все, и вот на это место сейчас будем ставить гибкий вал. И поставим мы на гибкий вал вот такой вот отрезной диск, то есть это для дерева, ну, текстолит. Сейчас мы тоже будем резать вот таким вот образом. Здесь вот отверстие. Зажимаем его, чтобы нам зафиксировать, чтобы открутить вот этот вот патрончик. Ставим сюда оправочку вот эту. Таким вот образом. Вот, чтобы он не крутился, потому что вот вращается. Вот смотрите. Видите, он вращается. Вот это вот приводной вал, он начинает так вращаться. И патрон вращается. Патрончик этот маленький. Все, зафиксировали. Вставляем. Вот, закрепил я диск отрезной. Теперь нужно вот эту гайку убрать нам. Кручевую гайку. Фиксатор нам пока не нужен. Она нам не нужна. Теперь вот гибкий вал. Вот он, видите? Мы вставляем вот сюда, вот в цангу. Вот она. Гаечку нажали, фиксатор. Откручиваем. Зажимаем наш гибкий вал. Засовываем его до конца. Сколько он засовывается. Фиксируем. Опять гайку закручиваем поплотней. Присоединяем. И закручиваем вот эту вот гаечку. Все. Вот все работает. Теперь вес небольшой. Ну, немножко можно помощнее. Все, теперь руке удобно, не тяжело, 600 грамм не надо держать. И подлазить можно теперь кругом практически. То есть вот, видите, какой маленький у меня, державка какая маленькая. Удобнее бормашинки получается. Вот почему работаю через гибкий вал, рука не устает. Откручиваем нашу фрезу. Вот поставил шарошечку, затягиваю. Не забывайте убирать вот отсюда вот этот вот фиксатор вала, потому что сожгете или сломаете машинку. Вот бывает, забываются, включили он на изгиб и сломался. Все, включаем. Там наш ножик, можно шлифовать. На гибком вале можно шлифовать, полировать, отрезать. Те же самые работы, только спектр работ больше, потому что маленькая вот державка. То есть еще, то есть можно микроработы всякие делать, микроскопические. Вот, пожалуйста, подлезете хоть где. Нужно заклепочку, допустим, где-то подшлифовать, отполировать, отрезать. Пожалуйста, вот она.
Вот, пожалуйста, кромочку пройдем, подточим. Все подточится. Вот видите, как белеет. Вот, пожалуйста. Вот и ножик наточен. Тут 30 тысяч оборотов. Вот он, вот функция гибкого вала. Вот, в общем, вот такое видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.